Всем привет, мои дорогие! Поздравляю с наступающей Пасхой и хочу поделиться рецептом творожной Пасхи, которую я традиционно готовлю к этому светлому празднику. Пасха по данному рецепту получается очень вкусная и нежирная, так как я готовлю на нежирном 5% твороге. Готовится творожная Пасха очень просто и быстро, и самое главное вкусно. Для приготовления творожной паски творог и сливки обязательно должны быть хорошо охлажденные. Сливочное масло мягкое, если сливочное масло из холодильника, разогреть его в микроволновой печи до мягкого состояния. Яйца рекомендую весом не менее 60 грамм, который я предварительно сварил вкрутую. Творог вливаю в сливки и пробиваю блендером до получения творожной массы. Достаточно, чтобы масса была однородная. В этом рецепте допускается, если она будет с мелкими крупинками творога. В мягкое сливочное масло всыпаю сахарную пудру и ванилин. Перемешиваю лопастями миксера, не включая его, чтобы сахарная пудра не разлетелась в стороны и не забила мотор миксера. Затем включаю миксер на средние обороты и взбиваю масло в течение 3 минут до состояния пышного крема. Буду очень признателен, если поставите лайк на это видео. Добавляю вареные желтки, перемешиваю до однородности. В творожную массу добавляю масляную основу, всыпаю сразу весь изюм, осторожно перемешиваю ручным венчиком, чтобы обе смеси соединились, а изюм равномерно распределился по творожно-масляной основе. По мере вымешивания творожная основа становится менее плотная, это связано с тем, что творог разжижается в реакции с сахарной пудрой. Вот такая гладкая творожная масса за изюмом получилась. Для формирования творожной пасхи я буду использовать вот такую сборную пасочницу производства Россия. Параметры пасочницы я указал в описании под видео. Внутреннее основание пасочницы, предварительно установленное на тарелке, застилаю двойной марлей. Заполняю пасочницу творожной массой с изюмом. Заправляю марлю внутрь пасочницы, чтобы она полностью закрыла творожную массу. Сверху устанавливаю стакан в виде груза. Убираю конструкцию в холодильник минимум на 8 часов, чтобы вышла лишняя молочная сыворотка. На следующее утро достаю пасочницу из холодильника и разворачиваю марлю от основания. Сверху устанавливаю тарелку, переворачиваю конструкцию таким образом, чтобы широкое основание пасхи стало низом. Извлекаю пасочницу от творожной пасхи. Окончательно снимаю марлю. Вот такая с четкой прорисовкой рисунка творожная пасха получилась. Она очень плотная и стабильно держит форму. При этом творожная пасха очень ароматная и нежная. Если хотите, чтобы творожная пасха была менее рассыпчатой, используйте творог не менее 9% жирности и добавьте 2 раза меньше изюма. Творожная пасха как символ Пасхи не только украшает своим видом традиционный православный праздник, но и радует приятным сливочным вкусом десерта творога с изюмом. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал Сладкий Мастер.